Будет ли большая война? Неужели это начало Третьей мировой? Ответит ли Иран? Какие страны будут втянуты? Когда звучит слово «война», мы представляем фронты, танки, миллионы солдат, как это было в прошлом веке. Но современная война — это уже не марш армий, а череда событий, каждое из которых само по себе вроде бы не выглядит страшным. Однако, если сложить их вместе, возникает целая новая реальность. В этой реальности удар Израиля по Ирану не просто локальный эпизод, это тест, проверка, кто отреагирует, кто промолчит, кто воспользуется ситуацией. Так сегодня разворачиваются большие конфликты. Не через прямое столкновение, а через серию допусков, один шаг за другим, один удар, на который никто не ответил, и вот уже нарушена граница, которая еще вчера казалась неприкосновенной. Большая война теперь не начинается с объявления, она начинается с молчания. С молчаливого согласия тех, кто мог бы остановить, но не остановил. Израиль ударил, и в ответ прозвучали беспилотники и ракеты, но без эскалации. Почему? Потому что Иран понимает, любое резкое движение, и он окажется в роли виновного. Это не страх, это расчет. Все действуют в пределах допустимого, и эти пределы устанавливаются не на местах, а в гораздо более высоких эшелонах, там, где просчитывают, к чему приведет каждый шаг. И если ты спрашиваешь, будет ли Третья мировая, уточни, что ты под этим понимаешь. Потому что если речь идет о глобальной нестабильности, разрушении старых правил, перераспределении влияний и росте тревоги во всех точках мира, тогда она уже идет. Только мы все еще пытаемся назвать ее не войной. А кто может быть втянут? Все, кто связан с нефтью, логистикой, цифровыми платформами и мировыми потоками денег. США и Великобритания не как участники, а как архитекторы допустимого. Страны Персидского залива как рычаги давления. Китай и Россия как те, кого попытаются втянуть не напрямую, а через манипуляции. Главное понять. Сегодня большая война не требует всеобщей мобилизации. Достаточно, чтобы нарушалось одно правило за другим, и чтобы никто не сказал «нет». Тогда разрушение границ станет новой нормой. А значит, конфликт уже идет, только форма у него иная. И если мы ждем танков, мы его просто не замечаем. Кто на самом деле отдал приказ? Решил ли это только Израиль? Была ли санкция от США, Моссада, ЦРУ? Где стояли согласования? Каждый раз, когда происходит подобный удар, в сознании большинства людей выстраивается привычная сцена. Заседание Кабинета министров, голосование, подпись под приказом. Так удобно думать. Понятно, привычно, линейно. Но в реальности все иначе. Современные решения подобного масштаба не принимаются в одном кабинете. Они не оформляются в виде одного документа. Это результат многослойного процесса, в котором участвуют не только политики, но и разведки, и крупные финансовые структуры, и даже медийные платформы. Израиль, конечно, нажал кнопку. Но сценарий, по которому он это сделал, давно был подготовлен. И если не прозвучало никаких резких осуждений, если крупные державы сделали вид, что ничего не произошло, это значит, что сценарий был не только известен, но и одобрен. Давай назовем поименно тех, кто участвует в таких решениях. Моссад не просто шпионская организация, а один из главных центров формирования допустимого. Именно там составляют карту влияний. Кто в какой зоне контролирует ситуацию, кто связан с кем, кто промолчит, даже если граница будет нарушена. ЦРУ — это вовсе не киношный офис с прослушками. Это центр, где моделируются сценарии. Что произойдет, если ударит Израиль, как ответит Иран, как поведет себя Китай. Это уже не разведка, а лаборатория возможного. МИ-6 координирует европейскую реакцию. Все это не столько службы, сколько архитекторы политической допустимости. А дальше вступают в игру энергетические и банковские группы. Им важно не просто, где упадет ракета, а как это повлияет на стоимость нефти, на движение капиталов, на поведение инвесторов. И если они не вмешиваются, это не потому, что не успели, а потому, что все уже рассчитано. Молчание в этой игре тоже команда. А теперь представим, как выглядит этот процесс пошагово. Сперва создается сценарий внутри разведок и закрытых аналитических центров. Потом идет зондирование, осторожные контакты, ненавязчивые сигналы через посольства и тех, кого называют каналами доверия. После этого формируется общее поле допустимого, неофициальный консенсус, в котором промолчавший уже согласен. И только потом сам удар. Но он происходит не потому, что кто-то нажал кнопку, а потому, что никто не воспротивился заранее. Все, что после, уже оформление. Медиа подхватывают сюжет, формулируют объяснение.
устанавливают рамку. Допустимо, ожидаемо, прогнозируемо. И вот тогда становится ясно, это не случай. Это действие в пределах заранее выверенного сценария. Где же находится реальный центр принятия решений? Ни в одном здании, ни в одном лице. Он находится в целой связке. Разведки формируют модели, финансовые группы оценивают риски, дипломаты дают молчаливое согласие. Вот здесь и кроется ключевой узел управления. Он незаметен, но он удерживает все. Израиль лишь исполнитель. А приказ в данном случае это не команда. Это согласованное безмолвие тех, кто мог бы остановить, но не стал. И когда молчание становится нормой, именно оно дает разрешение на удар. Что с нефтью и экономикой? Что будет с ценами на нефть? Станет ли бензин дороже? Ждет ли нас кризис? Когда общественное внимание приковано к военным действиям, большинство ожидает танков, колонн, карт с флагами. Но истинные последствия происходят в другой плоскости – в экономике. Именно туда направлен прицельный огонь. Потому что современная война не столько разрушает стены, сколько изменяет стоимость. Удар по Ирану – это не просто атака по объекту. Это сигнал, от которого начинается цепная реакция. Рынки вздрагивают, нефть взлетает в цене. Инвесторы пересматривают риски, логистика трещит. Но главное, начинается перераспределение контроля. Потому что нефть – это не просто жидкость, это нерв системы. Ее цена отражает не столько запасы, сколько уровень страха и степень контроля над ситуацией. А теперь, что стоит за цифрами? Цена на нефть – это не отражение реальности, а инструмент формирования будущего. Финансовые фонды, играющие на фьючерсах, видят в каждом кризисе не катастрофу, а возможность. Нефтяные корпорации управляют потоками, могут остановить разгрузку танкеров, создать видимость дефицита, спровоцировать скачок. И все это заранее просчитано. Это не паника, это стратегия. В кулуарах уже давно известно, как рынок отреагирует, какой фонд поднимется, а кто потеряет. А что до потребителей? Им достается результат в виде чеков на заправке, ослабленного курса и подорожавших товаров. И в этом смысле экономическая атака может быть не менее разрушительной, чем бомбардировка, только без взрывов, но с ежедневной потерей устойчивости. Так что же мы имеем? Рост цен на нефть – это не побочный эффект. Это часть сценария, точнее, это его центральный элемент. Потому что экономика – это способ управления без оккупации. Если можно изменить поведение стран, компаний, граждан через страх перед ростом цен, то зачем вводить войска? Вот и происходят удары, после которых начинается главное – рост стоимости, хаос в логистике, удары по валютам. Это не просто последствия, это механизм перестройки мировой архитектуры. Только вместо пушек – индекс страха, вместо армий – рейтинги агентств. А кризис, он не всегда начинается с обвала. Иногда он начинается с искажения, когда то, что раньше работало, больше не срабатывает, когда привычные правила больше не действуют, когда доллар, нефть и стоимость доставки становятся рычагами давления, а не просто экономическими показателями. В этом и состоит новая реальность. Не объясняют, а действуют. Не договариваются, а меняют игру. А потому вопрос нефти – это не о цене бензина. Это о том, в каком мире мы проснемся завтра. Где все стоит дороже, где объяснений все меньше. И где экономика стала передовым фронтом новой мировой войны. Почему молчат мировые лидеры? Где ООН? Где США? Почему молчание? Или это значит, что удар был согласован? Мир все-таки принял новую норму? Когда случается удар по такой чувствительной цели, как Иран, особенно от такого игрока, как Израиль, мы инстинктивно ждем, что скажут лидеры. Где заявления? Где осуждения? Где экстренные заседания? Но вместо этого формулы вроде «глубокая обеспокоенность», «необходимая сдержанность», «важно избежать эскалации». Это не слова, это пустые оболочки. Молчание – это не от страха, не от растерянности, это согласие, тихое, но абсолютно сознательное. Потому что настоящие решения принимаются заранее, не в момент удара, а в момент его моделирования. И если после удара никто не выступает резко, это значит только одно – удар был заранее встроен в допустимую рамку. Его не просто допустили, его одобрили молча. Давайте проясним, как устроена эта рамка. Президенты не реагируют на события, они участвуют в сценарии. Сценарий формируют аналитические центры. Там же разведки, крупные финансовые игроки, операторы глобальных интересов. Они заранее проговаривают, какой удар допустим,
какая реакция будет нейтральной, а где нужно выступить резко. И если после атаки реакция – это вежливая тень слов, значит согласие было достигнуто. Кто участвует в этом процессе? ЦРУ, Моссад, MI6 не только как разведки, но как архитекторы допустимого. Крупные банки и инвестиционные группы не только как наблюдатели, но как те, кто подстраивает повестку. А дальше – система тихих согласований. Не через микрофоны. Через линии связи, через дипломатические коды, через молчаливые сигналы. Так мир не просто молчит. Он говорит: мы не против. Опасность не в самих ударах, а в том, что мир перестает их считать исключением. Что становится нормой? Удар без последствий, нарушение без осуждения. И каждое новое молчание – это перенос черты. Сегодня удар молча приняли, завтра примут аннексию, послезавтра – прямое вмешательство. И никто не скажет «нет», потому что теперь важно не то, что сказано, а то, что не сказано. Тишина стала языком сильных, и этот язык говорит больше, чем любые резолюции. Что с ООН? Ее функция изменилась. Она больше не арбитр. Она – бюрократическое оформление. Она выпускает заявления после ударов. Она выражает озабоченность вместо сдерживания. Она создает иллюзию мировой системы, в то время как система уже распалась. И потому, когда ООН молчит, это не недоработка, это завершенный процесс согласования. То, что было нужно сказать, уже сказали заранее. А теперь тишина. Тишина как форма подтверждения. Молчание как способ сказать: это допустимо. Мы знали, мы не возражаем. Что будет дальше? Будет ли еще один удар? Как отреагируют Россия и Китай? Это только начало или эпизод? Вопрос, что будет дальше? Не праздное любопытство. Это способ понять, в каком мире мы просыпаемся. Если удар по Ирану не получил резкого отпора, если глобальные игроки отреагировали сдержанно, это значит, что граница допустимого сдвинулась. И тот, кто нанес первый удар, обязательно проверит, а можно ли еще. Это как разведка боем. Только вместо солдат действуют сценарии. Ответа не будет в виде прямого заявления. Он будет в поступке, в следующем шаге. И он обязательно последует. Может быть не военным, а политическим, экономическим или информационным. Мир устроен теперь так. Если что-то не остановили, значит это допустили. А если допустили, значит открыли следующую дверь. Следующий удар – это не обязательно ракета. Он может выглядеть как внезапное признание чего-то ранее невозможного, как заморозка поставок, как санкция, поданная не под шум, а как разумная мера, или как резкая перемена в медийной риторике, которая внезапно начнет называть виновным не нападающего, а того, кто осмелился возразить. Это уже не атака, это манипуляция восприятием. И именно так сегодня строится новая архитектура власти. Что касается России, ее будут втягивать через контекст, через ожидания, провокации, информационные заголовки, не напрямую, а через давление. Китай же действует иначе. Он смотрит, как Запад размывает границы, и на этом фоне предлагает миру альтернативу – порядок без агрессии, система без насилия. И чем больше Запад показывает право сильного, тем привлекательнее становится тишина Востока. Мы не наблюдаем начала Третьей мировой. Мы живем в ее развитии, только форма другая. Ни фронты, ни окопы, ни призывы. А изменение правил. Через допуски, через молчание, через повторяемость. Это не вспышка, это не эпизод. Это смена архитектуры. И теперь реальный вопрос звучит так. Есть ли у мира иммунитет? Или каждое новое нарушение станет нормой только потому, что на него не хватило воли ответить? Что будет дальше? То, на что не нашлось ответа. Если мир промолчал, это не пауза. Это согласие. И если один удар не встретил отпора, следующий уже не будет казаться исключением. Так незаметно меняется норма. И чем тише становится реакция, тем громче звучит реальность. Прежний порядок окончен. Мы уже живем в логике нового мира. Мира, где можно больше, чем вчера. И где нельзя, уже никто не защищает. С вами Стратегос и мы, его ведущие Иван да Мария.